Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. И сегодня мы проверим ваши знания русского языка. Точнее, сегодня у нас будет очень романтичное видео. Мы проверим, насколько хорошо вы знаете фразы, устойчивые выражения на тему отношения. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. Когда вы заполните короткую форму, вы автоматически будете получать новые полезные PDF-документы к видео. А мы начинаем! Я буду говорить вам определение, словосочетание, дам вам 3 секунды, вы можете также поставить видео на паузу, и затем я озвучу, скажу ответы. Ну что, начнем. Первое определение. Когда ты сразу влюбился или влюбилась в человека, как только его увидел или увидела. Когда ты сразу влюбился или влюбилась в человека, как только его увидел или увидела. Дам немного времени, вы также можете поставить видео на паузу. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Давайте посмотрим на пример. Катя увидела Максима и сразу поняла, что это любовь с первого взгляда. Катя увидела Максима и сразу поняла, что это любовь с первого взгляда. Ну что, идем дальше. Можете приготовить себе чай, ароматный кофе, и мы продолжаем. Второе определение. Когда человек так сильно влюбился, что не думает о других вещах. Когда человек так сильно влюбился, что не думает о других вещах. Потерять голову от любви. Потерять голову от любви. Давайте посмотрим на пример. Иван потерял голову от любви и каждый день дарит девушке цветы. Как стих звучит. Иван потерял голову от любви и каждый день дарит девушке цветы. Какой Иван молодец! Да, хороший Иван. Давайте посмотрим следующее определение. Когда вы очень сильно любите кого-то или вам нравится кто-то. Когда вы очень сильно любите кого-то или вам нравится кто-то. Нравится очень сильно. Думаем. Это тоже фраза, словосочетание. Быть без ума от кого-то. Быть без ума от кого-то. Давайте посмотрим на пример. Антон без ума от своей девушки. Он думает о ней каждый день. Антон без ума от своей девушки. Он думает о ней каждый день. Также можно быть без ума от чего-то. Например, я без ума от книг. Или я без ума от Мальдив, например. Также место может быть какое-то. Давайте посмотрим следующее определение.
Когда вам очень грустно, потому что отношения закончились. Когда вам очень грустно, потому что отношения закончились. Ага, думаем. Сердце разбито. Сердце разбито. Например, после расставания с Олей у Димы было разбито сердце. После расставания с Олей у Димы было разбито сердце. Очень грустная история. Следующее словосочетание. Слушаем определение. Когда люди хорошо понимают друг друга и думают одинаково. Прекрасно. Когда люди хорошо понимают друг друга и думают одинаково. Угу. Когда они хорошо друг друга понимают. Находиться на одной волне. Находиться на одной волне или быть на одной волне. Например, Маша и Коля всегда соглашаются друг с другом. Они на одной волне. Обратите внимание, мы не говорим «они быть на одной волне». Мы скажем «они на одной волне». Мы не используем глагол «быть». Или еще раз зачитаю пример. Маша и Коля всегда соглашаются друг с другом. Они на одной волне. Следующее определение. Очень люблю это словосочетание. Оно такое прекрасное, такое романтичное. Давайте послушаем. Когда человек волнуется, потому что рядом тот, кто ему нравится. Когда человек волнуется, потому что рядом тот, кто ему нравится. Очень нравится. Угу. Думаем, это что-то очень романтичное. Что-то в животе. Бабочки в животе. Бабочки в животе. Например, когда Настя увидела Сергея, она почувствовала бабочек в животе. Когда Настя увидела Сергея, она почувствовала бабочек в животе. Если вы хотите изучать современную лексику, которую используют носители языка в интересных текстах, плюс практиковать эту лексику в эксклюзивных упражнениях, которые я придумываю для вас, слушать аудио, присоединяйтесь в мое сообщество на Patreon. Я оставлю ссылку в описании под этим видео, а мы продолжаем. Следующее выражение. Когда человек влюбляется, он может не замечать плохие качества партнера. Когда человек влюбляется, он может не замечать плохие качества партнера. Думаем, ставим видео на паузу, если нужно. Угу. Любовь зла, полюбишь и козла. Любовь зла, полюбишь и козла. Здесь козел – это не животное, это плохой и не очень воспитанный мужчина, грубый мужчина. Или мужчина, который ведет себя очень плохо по отношению к другой женщине или девушке. Давайте посмотрим на пример. Вика любит Диму, хотя он ленивый и не помогает по дому. Любовь зла, полюбишь и козла. Также можно сказать просто любовь зла и все. Любовь зла или любовь зла, полюбишь и козла. Еще раз зачитаю этот пример. Вика любит Диму, хотя он ленивый и не помогает по дому. Любовь зла или любовь зла, полюбишь и козла. Как-то так. Давайте посмотрим дальше. Когда два человека хорошо друг друга понимают, и у них нет больших проблем в отношениях.
Когда два человека хорошо друг друга понимают, и у них нет больших проблем в отношениях, это мгм, сойтись характерами. Сойтись характерами. Давайте посмотрим на пример. Андрей и Лена быстро сошлись характерами и теперь живут вместе. Андрей и Лена быстро сошлись характерами и теперь живут вместе. Следующее определение. Когда люди стараются, чтобы их отношения были хорошими и крепкими, как создавать отношения. Создавать отношения, а как еще мы можем сказать? Строить отношения, как строить дом и строить отношения. Строить отношения. Давайте посмотрим на пример. Оля и Игорь строят отношения. Они стараются слушать друг друга и быть добрыми. Оля и Игорь строят отношения. Они стараются слушать друг друга и быть добрыми. Когда люди находят решение, которое подходит всем, даже если это трудно. Когда люди находят решение, которое подходит всем, даже если это трудно. Что это такое? Так. Идти на компромисс. Идти на компромисс. Давайте посмотрим на пример. Катя хочет поехать в горы, а Дима на море. Они пошли на компромисс и выбрали озеро. Катя хочет поехать в горы, а Дима на море. Они пошли на компромисс и выбрали озеро. Следующее словосочетание, выражение. Когда в паре есть проблемы, ссоры или недопонимания. Когда в паре есть проблемы, ссоры или недопонимания. Там есть слово кризис, подсказка. Переживать кризис в отношениях. Переживать кризис в отношениях. Например, Лена и Максим часто ругаются. Они переживают кризис в отношениях. Лена и Максим часто ругаются. Они переживают кризис в отношениях. Последнее словосочетание на сегодня. Даю вам определение. Когда люди решают расстаться и больше не быть вместе. Когда люди решают расстаться и больше не быть вместе. Это длинное словосочетание. Поставить точку в отношениях. Поставить точку в отношениях. Например, это значит закончить отношения. После многих проблем Аня и Саша поставили точку в отношениях. После многих проблем Аня и Саша поставили точку в отношениях. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, вы узнали что-то полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Если вы хотите видеться чаще, подписывайтесь на мой инстаграм. Я буду очень рада вас там видеть. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока, увидимся!